Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре Т-34-85, средний советский танк 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Реально средний танк, даже вот написано универсальный. Вот, сегодня у нас полноценный обзор, гайд по этой машине, и давайте начнем мы с бронирования. Пойдем поглядим, что у нас за броня на этой тачке. Так, вот он наш Т-34-85. Начнем с корпуса, с НЛД. У нас 45 мм, но под хорошим углом, поэтому в приведенке дает 90. А броня по НЛД схожа со многими совками тяжелыми танками. То есть у нас НЛД сравнимо с броней советских тяжелых танков. Центральный стык у нас сотка, 90, ну в приведенке 99. ВЛД у нас 45 те же миллиметров, в приведенке 79. И, конечно же, слабовато. Даже одноклассники нас тут по сути обычными, да, ну голдовыми, понятно, будут пробивать. Есть пулеметное гнездо 48. Люк мехвода 79 те же. Здесь нашлепка гусеницы. Здесь чуть больше будет по центру. Вот, по башне. Внизу планка у нас 79-75. Ну, тут уже углы идут до там 140 и более. Вот, маска орудия у нас закругленная. Маска орудия закругленная. По бокам от ствола 90. Внизу до 300 доходит. Поэтому, если стрелять ему вдруг в маску орудия, то надо стрелять именно вот в эти пятачки. Вот. Вверху крышка у нас такая есть, гнездо, да, куда можно тоже забрать. 45, ну зачем, когда у нас вот, хотя 90 миллиметров лючок. Чуть-чуть правее, чуть-чуть левее уже 115, тут вообще 130. Щеки у нас в этой части 97, нижний 92, вот здесь 138, здесь рикошетный угол, да. Этому танку лучше сюда не стрелять, равно как и вот сюда до 300. Боковое бронирование нижний 45, здесь 54, здесь у нас фальшборд. Вот, фальшборд, надгусеничная полка. Кстати, надгусеничная полка у нас 20 миллиметров, в приведенке 32. Если вот так будем стоять к противнику, сюда нас могут даже рвать фугасами. Вот, в целом, как для среднего танка, особенно по башне, броня-то в целом неплохая все равно таки. Она здесь хотя бы присутствует. И люк замануха 90 и 133. Так, теперь идем смотреть основные модули. Нам предлагается большое разнообразие пушек. Вот. Есть вот такая пушечка, которую мы и будем сегодня на обзоре катать. Это 85 мм ДТ-5Т, 85 БМ. Вот. Что у нас по ней? У нас альфа 180, пробитие на основном 144-194 на голде. Заряжается на стойке 6 секунд. Вот. Точность вполне меняемая, 0,37. Это все на стойке. И 2,3 секунды время сведения. Вот, по башне, что нам башня добавляет? 46 скорость поворота градус в секунду, здесь то же самое, 360 обзор добавляет, 10 метров плюс броню добавляет, 90-75-52, а здесь нет, броня такая же, только обзор башни добавляет. Конечно же, топовую рацию надо ставить, 8 уровня, 525 дальней связи, топовый двигатель нам, конечно, нужно. Потому что, ну блин, нам нужна подвижность, ну и топовый ходовой однозначно ставить нужно. Вот, по оборудованию. Я на этой тачке катаю только на одном комплекте, это средний танк. Обязательно ставлю просветленку, чтобы светить себе и своим союзникам. Однозначно досел. Тут вообще все крутится вокруг досела. Вот, и в первый слот, дающий дополнительный буст на подвижность, ставим турбину. Вот, по снарядам. По снарядам основной здесь бронебойный, голда здесь подкалиберная, бронебойный летит хороший, 950 метров в секунду, комфортно, вот, да и пробитие неплохое, вот, голда летит почти 1200 метров в секунду, что, ну, прям супер-супер. По снаряжению ставим ремку, аптечку
огнетушитель, танк горит, часто горит. Но я поставил себе доп. Паёк, чтобы, так сказать, немного нивелировать потери по экипажу. Я пересадил с объекта 140 экипаж, не переобучал на эту машину. Поэтому поставил доп. Паёк, чтобы хоть чуть-чуть снизить те потери, которые дает непереобученный экипаж на танк. Экипаж, здесь у нас 5 членов экипажа есть в составе: радист, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевой браслет, далее качать, как показано в таблице. По УВН у нас минус 7 градусов, это минимально комфортный УВН. Маловат, конечно, хотелось бы больше, но как есть. Вот. По ХП у нас 810 стандартное значение. По мобильности почти 60 вперед, это с турбиной, 23 назад откатывается быстро. Почти 20 лошадей на тонну. Хорошая подвижность. Вот. Незаметность у нас не вкачан у экипажа перк незаметности. Надо будет мне как-то заняться на 140-го, перекачать, наверное, экипажик. Вот. По обзору у нас 393 метра, но у меня штраф 28, так было бы 420. Это с просветленной оптикой. Плюсы и минусы танка. Танк, как для среднего танка, немного крупноват. Да, есть средние в других нациях танки, где они чуть-чуть поменьше, крупноват. По броне, по сравнению с большинством средних танков на 6 уровне, она у нас присутствует. Присутствует в основном в башне, и в принципе от борта он тоже сможет играть, потому что броня тоже есть. НЛД у нас достаточно крепкая, да, особенно под какими-то углами выставлять. В ЛД, конечно, слабовато, но опять же в сравнении с большинством средних танков такая есть тут броня. Вот. По пушке это сплошные плюс: хорошая точность, хорошая КД, комфортная, играбельная пушка. По подвижности тоже плюс однозначно. Вот. По незаметности, если вкачать перк, у нас будет где-то в районе, наверное, около 30% дадут. А если экипаж вкачает весь перк незаметности. Ну, в целом, наверное, все. В принципе, плюсов у машины гораздо больше, нежели минусов. По минусам-то особо и нет, то есть реально хорошо сбалансированный танк. Ладно, предлагаю уже идти в бой, посмотрим, как играется данная машина в современном рендере. Погнали. Так, попали к 5-м левелам. У нас обзор танка боя. Это Т-34-85, средний советский танк. Проходная прокачанная ветка. Сейчас посмотрим, как играется данная машина. Мы будем играть очень агрессивно. Вот. Поедем прям к ним поджиматься. Сейчас устроим распердос. Шучу. Не, а чё? Надо поджимать. Светить, поджимать, убивать. Это танк у нас универсальный. Я работаю охранником в супермаркете «Ромашка». Александр Родионович Бородач. Да. Александр Родионович Бородач. На том фланге с копой будет в кого пострелять. Я не растерялся, я же охранник. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Хоть покажи, за что ты там борешься-то. Он мне водяры не даст. А чё, они пропали? Я не в курсе. Ага.
пока Была выходчик ЛТшка, доест, нет достал ЛТ. пистолет и застрелился в голову. Так, гражданин. Ну теперь не я вас буду бить, теперь вас торг будет бить, понятно? Пустят ниже плинтусы! И не вижу меня, ради бога. Оп. Тихо. Понятно вам или нет? Начальника! Привет! Я Всё, этот подбрили. магазин охраняю. Сейчас светиться надо. Так, глядим. Косарь, кстати, дали. 500 уже насветили. Так. Господа. Спрятались за камушками и даже не двигаются. Вот тут поломали? Так, а я его из-за камней там не увижу, да? Сюда идите, Вася! Т-57 Heavy зажался. Вот ты заехал на смерть. Делаем потный поджим. Шпили-выли делать будем. Крути динамо, Чё, понял? АФК что ли? Чё сегодня? Задержать Да, не ну куда удалось. Короче, раскусил эту тему. Кто-нибудь приблизится хотя бы на метр, с тем такое же произойдет. Ага. Еще одна РБ. Блин. Тихо. Надо базу ехать спасать. Иначе сейчас по захвату проиграем. 2К дали. Между тем. Срочно в базе арта одна осталась. А Т-8 там лютует. Блин. Красавка. Всех сгребла. Поедем в Укаку искать. Ну чё, 2500? Он охранник с Нормально. 20-летним стажем, мой наставник. Вот она. Ну
ладно. Ладно, сойдет. 2К на стрелы, 500 на света, 2500 суммы. Пойдет. Мы старались. Хороший танк. Хороший. Ух. О, спасибо. Да, и этот, спасибо за все, спасибо. Первое место по урону. 3 фрага, все, четко. Ребята, пишите свои комментарии, если у вас ТТ-485, какое вы используете оборудование, как вам в целом танк, как по мне, танчик прям на 4 с плюсом, как минимум. Практически имба, да. Хорошая машина. Вот, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, в новых обзорах, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.